Криминальный авторитет Баха-фестиваль. Он родился в 1063 году в селе Карасас Раимбекского района Алматинской области. Он был умным, начитанным и спортивным парнем, который увлекался музыкой и литературой. Он также был фанатом композитора Иоганна Себастьяна Баха, откуда и пошло его прозвище. В 1941 году он неожиданно уходит в армию. Службу Баясов проходит в Афганистане. Там он впервые увидел смерть. На гражданке некоторые криминальные авторитеты и воры в законе заметили перспективного молодого человека. Познакомившись с этим смелым демобилизованным афганцем, они решили приблизить его к себе, но сворачивать на уголовную дорожку он не спешил и какое-то время оценивал обстановку. Спустя некоторое время Баха-фестиваль решил создать собственную ОПГ. Он выбрал среди знакомых самых перспективных ребят, в том числе спортсменов. Поначалу он окружил себя десятком молодых парней. Сам же Баха-фестиваль усердно занимался боевыми искусствами, в чем немало преуспел. Бакенткельд Баясов перестал существовать. На его место пришел Баха-фестиваль. Один из самых первых ракетиров Казахстана, дерзкий, беспощадный и справедливый. В Алма-Ате в конце 80-х Баха-фестиваль начал, как и многие другие, трясти коммерсов. Его подручные грабили предпринимателей и обкладывали их данью. В те годы его пытались прогнуть под себя намного более крупные группировки. Очень скоро его бригада держала уже несколько районов Алма-Аты. С развалом СССР работы только прибавилось. В начале 90-х в его родной город приехали чеченцы со словами: «Алма-Аты город большой, богатый, можно работать всем вместе. Уступи нам часть своей земли где-нибудь в центре». «Уступлю», — ответил Баха презрительно, «если вы отдадите мне центральную площадь Грозного». Те ушли, но обещали вернуться. Не вышло. Бригада Бахи устроила бойню с чеченцами в Усть-Каменогорске и выгнала их с родной казахской земли. Забрали его в 30 лет в 1993 году. Расстреляли с 3 членами его бригады. До больницы его довезли, но он умер на операционном столе с улыбкой на лице.